Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 195 самых странных фактов о каждой стране мира, в которые сложно поверить. Прошу поставить лайк сейчас до просмотра видео, это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, если вы здесь впервые. Включайте все уведомления, чтобы ничего не пропустить, ведь новые работы выходят регулярно каждую неделю. Приятного просмотра. Начнем. 1. Австралия. Ее уникальность в том, что она движется быстрее других континентов. Из-за геологических процессов континент смещается на север примерно на 7 сантиметров в год. Это вынудило ученых в 2017 году официально скорректировать географические координаты страны, чтобы GPS-навигация работала точно. Представьте, целая страна, так сказать, уплывает, и картографам приходится ее догонять. 2. Австрия. В 1885 году рабочий нашел в куске бурого угля, которому более 20 миллионов лет, странный металлический предмет почти идеальной геометрической формы, который назвали зальцбургским параллелепипедом. Этот артефакт размерами 6 на 5 сантиметров и весом 785 граммов обладает необычной твердостью, напоминающей сталь. Ученые до сих пор спорят, это метеорит причудливой формы или свидетельство существования неизвестной древней цивилизации. Полный химический анализ так и не провели, а сам предмет хранится в музее Зальцбурга, оставаясь одной из главных неразгаданных тайн страны. 3. Азербайджан. На склоне горы Янардак более 50 лет без перерыва горит огонь, который не тухнет ни под дождем, ни под снегом. Пламя вырывается из-под земли благодаря выходу природного газа на поверхность через пористый песчаник. Из-за этого удивительного явления Азербайджан называют страной огней, а 3 языка пламени даже изображены на гербе Баку. В древности это место считалось священным у зороастрийцев-огнепоклонников. 4. Албания. Более 700 тысяч заброшенных бункеров разбросаны по всей стране. Их начали строить в 1967 году по приказу параноидального диктатора Энвера Ходжи, который боялся вторжения. Бетонные, так сказать, грибы можно встретить где угодно – на пляжах, в горах и даже посреди полей. Сегодня местные жители находят им необычное применение, превращают в кафе, отели или даже места для первых свиданий. 5. Алжир. Недалеко от города Сиди-Бель-Аббес есть чернильное озеро, вода в котором пригодна для письма. Его питают 2 реки, одна несет соль и железо, другая – органические соединения из торфяных болот. Смешиваясь, они образуют густую темно-синюю жидкость, настоящие чернила. Местные жители называют это место оком дьявола, а туристы покупают черную воду как сувенир. В озере нет рыбы, так как чернила токсичны для живых организмов. 6. Ангола. Гигантская соболиная антилопа, Паланка негра гиганта – это национальный символ страны. Крупный и редкий подвид саблерогой антилопы с потрясающими винтообразными рогами длиной до 1,6 метра. Считалась вымершей из-за 30-летней гражданской войны и браконьеров. Но в 2000-х годах ученым удалось заснять живое животное с помощью инфракрасных камер в труднодоступных районах. Сегодня в Анголе создан специальный фонд для восстановления популяции этого уникального призрака саванны. 7. Андорра. 12 дней она была королевством, которым правил русский авантюрист. В 1934 году иммигрант Борис Скосарев провозгласил себя королем Борисом I, пообещав местным жителям превратить страну в европейский Гонконг с казино и низкими налогами. Генеральный совет Андорры даже поддержал его. Но испанский епископ, официальный соправитель, вызвал полицию и через 12 дней короля арестовали. 8. Антигуа и Барбуда.
Здесь официально разрешено компьютерное пиратство. Всемирная торговая организация позволила стране нарушать интеллектуальные права американских компаний на сумму $21 миллион в качестве компенсации за то, что США заблокировали некоторые местные сайты. Это единственная страна в мире, где пиратские диски абсолютно легальны. 9. Аргентина. Если аргентинец покрутит пальцем у виска, это не означает «ты сумасшедший», а служит приглашением к размышлению или просьбой позвонить по телефону. В остальном мире этот жест сочтут оскорблением, а в Аргентине так предлагают включить мозг или намекают на ожидание звонка. 10. Армения. На горе Арагац предметы катятся вверх. На склоне этой горы близ озера Кари есть аномальный участок, где вода в ручьях течет в гору, а брошенные бутылки и даже автомобили самопроизвольно катятся вверх по склону. Ученые объясняют это оптической иллюзией. Из-за отсутствия линии горизонта и особого рельефа спуск кажется подъемом. Однако многие верят в магическую природу места или мощное магнитное поле под землей. Легенды же гласят, что здесь спрятан трон царя Ара Прекрасного. 11. Афганистан. В Кабуле есть кладбище, где, так сказать, мертвые борются с живыми за место под солнцем. На старинном некрополе Шухада и Салихин, где находят статуи Будды VI века, до сих пор хоронят людей, а вокруг растут жилые дома. Среди могил играют в футбол дети, а взрослые сидят прямо на надгробных камнях, создавая сюрреалистичную картину соседства двух миров. 12. Багамы. На необитаемом острове Иксума живет колония диких свиней, которые стали главной местной достопримечательностью. Они плавают в море по собачьи, встречают лодки с туристами и обожают купаться в теплой воде. Откуда они там взялись – загадка. То ли моряки оставили как мясные консервы, то ли свиньи спаслись после кораблекрушения. 13. Бангладеш. В городе Барисаль и окрестностях реки Ганг можно услышать звуки, похожие на артиллерийские залпы, доносящиеся из-под воды. Ученые до сих пор не могут объяснить природу этого явления. Одни говорят о подводных землетрясениях, другие – о газовых выбросах. Местные жители верят, что это духи предков подают знаки. 14. Барбадос. Бродячие гробы из семейного склепа Чейзов. В начале XIX века свинцовые гробы, каждый весом более 100 килограммов, несколько раз самостоятельно передвигались внутри запертой каменной гробницы. Несмотря на зацементированный вход и печать губернатора на полу, их находили перевернутыми, разбросанными и стоящими вертикально. После того, как в 1820 году склеп вскрыли и вновь обнаружили хаос, все гробы захоронили в другом месте. Тайна так и осталась неразгаданной. 15. Бахрейн. Посреди пустыни на самой высокой точке страны, где нет ни одного источника воды, уже 400 лет растет одинокое древо жизни – Шаджарат аль-Хаят. Ученые до сих пор не могут разгадать тайну его выживания. Корни уходят на 50 метров вглубь, но подземных вод там нет. Местные бедуины верят, что это остаток Эдемского сада. 16. Беларусь. Урочище Камени называют белорусским Стоунхенджем. Там на полуострове среди озер расположены 12 групп огромных валунов из розового гранита, выложенных в форме созвездия Близнецы. Ученые считают это место древней обсерваторией IV-V веков. В день летнего солнцестояния луч солнца попадает точно в центральный камень. Местные жители верят в мистическую силу камней, они всегда теплые на ощупь и по ночам светятся. По легенде, здесь можно встретить стражей, призраков в серых балахонах, охраняющих эту территорию. 17. Белиз. Существует легенда, что страна названа в честь шотландского пирата Питера Уоллеса, который основал здесь поселение в XVII веке.
Местные жители исказили его фамилию до Балис, что позже стало Белизом. Хотя ученые предлагают и версии, связанные с языком майя, жители предпочитают именно пиратскую легенду. А еще фундамент старого города Белиз буквально состоит из тысяч разбитых бутылок из-под рома, оставшихся от моряков. 18. Бельгия. Граница с Нидерландами проходит прямо через жилые дома. В городе Барли-Нассау, Нидерланды, и Барли-Херток, Бельгия, граница настолько запутана, что может делить дом пополам. Одна комната находится в Бельгии, а другая – в Нидерландах. Гражданство владельца определяется просто по тому, где находится парадный вход. А местные кафе специально строят на границе, когда в Нидерландах наступает время закрытия. Посетители просто пересаживаются за столики в бельгийской части и продолжают веселье. 19. Бенин. В храме питонов в городе Уида десятки священных королевских питонов живут среди людей. Змеи свободно ползают по храму и даже заходят в дома. Местные жители верят, что они приносят удачу и благословение. Посетители могут взять питонов в руки под присмотром жрецов, а убийство змеи считается страшным грехом. Это уникальное сосуществование человека и рептилий отражает глубокую связь Бенина с культом Вуду, родиной которого является эта страна. 20. Болгария. Пещера проходна с отверстиями, которые называют «глаза Бога», это самая высокая пещера в стране. А ее главная особенность – 2 сквозных отверстия в скале, удивительно напоминающие человеческие глаза. В дождливую погоду зрелище становится мистическим. Из каменных глаз текут струи воды, похожие на настоящие слезы. Местные жители верят, что сама природа создала этот портал, через который божество наблюдает за миром. 21. Боливия. Здесь официально есть флот, но нет выхода к морю. После поражения в войне с Чили в XIX веке страна лишилась побережья, но сохранила военно-морские силы, которые базируются на озере Титикака и реках. Каждый год 23 марта Боливия отмечает День моря. Женщины красят ресницы в синий цвет, а дети выходят на улицы в тельняшках и бескозырках. Это превратилось в национальную идею. Даже президент однажды рассказал, как мальчик потребовал от него: «Эва, верни нам море. Сейчас». 22. Босния и Герцеговина. По всей стране разбросано около 60 тысяч загадочных средневековых надгробий, называемых стечи от глагола «стоять». Эти монолитные каменные памятники созданы в XII-XVI веках. Ученые до сих пор не могут точно определить, кто именно их создал и с какой культурой они связаны. Многие стечи украшены необычными изображениями, спиралями, полумесяцами, сценами охоты, рыцарскими дуэлями и фигурами с поднятыми руками, словно приветствующими солнце. Некоторые надписи содержат философские заметки вроде «Когда-то я был таким, как ты, и ты будешь таким, как я». Эти камни объединили в себе влияние восточного и западного мира, православия, католичества и богомильства. ЮНЕСКО внесла стечи в список всемирного наследия, назвав их исключительной универсальной ценностью. 23. Ботсвана. Река Окаванга никуда не впадает. Она теряется в песках пустыни Калахари, образуя огромную заболоченную дельту, настоящий оазис посреди засушливых земель. Это место привлекает около 200 тысяч крупных млекопитающих, создавая самую высокую концентрацию диких животных в Африке. Местные жители настолько ценят воду, что назвали свою валюту пула, в переводе «дождь». 24. Бразилия. Ученые обнаружили более 1500 подземных ходов длиной до 600 метров, со следами огромных когтей на стенах. Эти палеоноры появились во время ледникового периода, когда по земле бродили наземные ленивцы размером со слона. Животные вырыли их для укрытия, и норы использовались поколениями, настоящее метро древней мегафауны. 25. Бруней. Роскошь здесь абсолютно обыденна, а бедности не существует.
султан Брунея, живущий во дворце с 1788 комнатами, крупнейшим в мире, владеет коллекцией из более 5000 автомобилей, включая 500-й Rolls-Royce. Но главное чудо – в стране нет подоходного налога, а образование и медицина полностью бесплатны для всех граждан. 26. Буркина-Фасо. В деревне Тиебели все дома – произведения искусства, которые, так сказать, обновляют каждый год. Местные женщины из народа Кассена вручную расписывают стены глиняных домов сложными геометрическими узорами, используя только грязь, мел и натуральный лак из бобов. Эта традиция существует с XVI века. Перед сезоном дождей стены покрывают новой росписью, которая защищает глину от размывания и одновременно превращает деревню в настоящий музей под открытым небом. Узоры передают истории из жизни, религиозные символы и пожелания удачи. 27. Бурунди. Нильский крокодил Густав длиной около 6 метров и весом почти в тонну живет в водах озера Танганьика уже более 60 лет, и по слухам на его счету множество жертв. Местные называют его дьяволом Бурунди и верят, что пули не берут чудовище. Несмотря на многочисленные попытки поймать легендарного людоеда, Густав остается неуловимым. 28. Бутан. Здесь официально измеряют не ВВП, а валовое национальное счастье. В стране существует целое министерство счастья, которое следит за благополучием граждан. 29. Вануату. Единственное в мире подводное почтовое отделение открылось в 2003 году у острова Хайдауэй близ столицы Порт-Вилла на глубине всего 3 метров. Чтобы отправить письмо, нужно купить специальный водонепроницаемый конверт, нырнуть и опустить его в ящик или отдать аквалангисту-почтальону, который гасит марки рельефным штемпелем прямо под водой. 30. Ватикан. Здесь можно снять деньги в банкомате на латыни. Это единственные в мире банкоматы с интерфейсом на мертвом языке, который является официальным языком Святого Престола. При этом гражданство Ватикана невозможно получить по рождению, здесь нулевая рождаемость, нет роддомов и больниц. Гражданами становятся только по службе, а дети рождаются в римских клиниках и получают итальянское гражданство. Жителей всего около 800 человек, причем 18% из них – военные, швейцарские гвардейцы. 31. Великобритания. Единорог – национальное животное Шотландии. Это мифическое существо стало символом шотландской монархии еще в XV веке. В кельтской мифологии единорог олицетворяет чистоту и силу, а его золотая цепь на гербе означает, что шотландские короли способны укротить даже такого могучего зверя. После объединения с Англией в 1603 году королевский герб изменили. С тех пор английский лев и шотландский единорог вместе поддерживают корону. 32. Венгрия. Письменность страны старше самой страны на 800 лет. У венгров есть древний рунический алфавит, который датируется аж VII веком, хотя официально Венгрия как государство появилась только в 1000 году. Этот алфавит уникален тем, что пишется справа налево и не имеет гласных букв. Историки считают, что древние венгры использовали эти руны задолго до принятия христианства и латиницы, вырезая их на деревянных палочках. Настоящий язык из другого мира, сохранившийся до наших дней. 33. Венесуэла. Таинственная черная слизь Ла-Манча-Негра десятилетиями появляется на дорогах и провоцирует аварии. В 1986 году на шоссе между Каракасом и аэропортом обнаружили странное пятно, которое быстро разрослось до 13 километров. Субстанция напоминает жидкую жвачку или смолу, появляется внезапно и делает дороги смертельно скользкими. Ее пытались смывать, счищать, посыпать известью и даже привозили немецкое оборудование, но слизь возвращалась снова.
Ученые до сих пор спорят о природе явления. Одни винят протечки нефти из-под земли, другие – некачественный асфальт, третьи – смесь машинного масла с канализацией. В 2001 году слизь исчезла так же внезапно, как появилась, оставаясь неразгаданной тайной. 34. Восточный Тимор. Здесь крокодилов считают предками, и даже нападения рептилий скрывают из суеверия. По местной легенде, остров Тимор образовался из тела крокодила, пожертвовавшего собой ради спасения мальчика. Поэтому животные считаются священными родственниками. Местные жители верят, что крокодилы нападают только на плохих людей, поэтому о гибели родственников из-за рептилий просто молчат. Ведь никому не хочется признавать близких негодяями. При этом христианство здесь соседствует с древними верованиями, и в каждом селе есть умалулик – хижина для подношений духам предков. 35. Вьетнам. В начале 90-х предприниматель Буй Ван Кеонг взял в аренду участок на склонах горы якобы под птицеферму, но на самом деле начал рыть штольню в поисках сокровищ императорской династии Ле. По легенде, более 200 лет назад казначей спрятал в горе около 30 тонн нефрита, бронзы и драгоценных камней. Когда слухи дошли до властей, поиски взяли под контроль части спецназначения вьетнамской армии. Официально власти все опровергли, но с тех пор любые сообщения о раскопках на Нефритовой горе исчезли из прессы. Находка стала государственной тайной. 36. Габон. Древний ядерный реактор в месторождении Окла работает 1,8 миллиарда лет. Ученые обнаружили его в 1972 году, когда заметили аномально низкое содержание урана-235 в руде. Оказалось, что в этом месте около 2 миллиардов лет назад самопроизвольно запустилась цепная реакция и действовала несколько сотен тысяч лет. Природный реактор вырабатывал энергию, как современные АЭС, но без всякого вмешательства человека. Интересно, что отходы этого атомного котла хранились в Земле почти 2 миллиарда лет, не причиняя вреда экологии. Уникальный пример природного могильника, который ученые до сих пор изучают. 37. Гаити. В 1908 году генерал Франсуа Антуан Симон пришел к власти, будучи уверенным, что победой обязан магическому козлу Симала, воплощению духа Вуду. Животное поселили в президентском дворце, а дочь генерала, жрица Вуду, по легенде даже вышла за козла замуж, чтобы закрепить союз с могущественным духом. Сегодня Вуду – официальная религия Гаити наравне с католицизмом. 38. Гаяна. Водопад Киетур в 5 раз выше Ниагарского. Его высота составляет 226 метров. Представьте, вода обрушивается с отвесной скалы среди девственных джунглей, создавая грохот, слышимый за несколько километров. Этот гигант долгое время оставался неизвестным миру, пока в 1870 году геолог Чарльз Браун не заметил его случайно с вершины соседнего утеса. Сегодня Киетур – главное природное сокровище Гаяны и одна из главных достопримечательностей Южной Америки. 39. Гамбия. Аэропорт Юндум с взлетной полосой, построенный задолго до изобретения самолетов. Ее длина 3600 метров, что позволяет принимать любые самолеты, включая шаттлы НАСА. Когда американцы в 1980-х модернизировали аэропорт под запасную площадку для космических челноков, они просто уложили асфальт на огромные каменные плиты, которые, по словам местных жителей, лежали там всегда. Происхождение этих идеально подогнанных плит, способных выдержать многотонные лайнеры, остается неразгаданной тайной. 40. Гана. Здесь смерть воспринимают не как трагедию, а как переход в лучший мир, поэтому на похоронах танцуют и веселятся под громкую музыку. Родственники заказывают для усопшего яркие гробы, отражающие его профессию или увлечение. Рыбака хоронят в рыбе.
Фермера в стручке какао, водителя в машине, а любителя горячительного в огромной бутылке. Этот обычай зародился в 1950-х годах, когда вождя племени Га похоронили в резном паланкине. Сегодня ганские гробы признаны искусством и выставляются в музеях Парижа и Москвы. 41. Гватемала. Обнаруженная учеными древнейшая астрономическая карта возрастом 7-8 тысяч лет изображает оба полушария Земли. Наскальные рисунки в комплексе Ла Каса де лас Голандринас близ Антигуа содержат изображения Плеяд Ориона, Малой Медведицы и даже Южного полюса с Малым Магеллановым облаком. Уникальность в том, что другие древние цивилизации, шумеры, египтяне, не могли видеть южные звезды из-за своего географического положения. Древние обитатели Гватемалы, расположенной на 14,5 градусах северной широты, создали карту неба, точность которой поражает ученых до сих пор. 42. Гвинея. В 2001 году итальянский геолог Анджело Питони обнаружил на склоне горы Лура в регионе Фута-Джалан 150-метровую фигуру женщины, высеченную в граните. Гигантское каменное изваяние, возраст которого может достигать 20 тысяч лет, получило название Дама Мали. Ученые до сих пор спорят, это творение рук человеческих или причудливая игра природы. Местные жители верят, что это превращенная в камень королевская дочь, наказанная за измену и охраняющая подземные сокровища. 43. Гвинея-Бисау. Жители одной деревни стали богатыми, приняв одно запрещенное вещество за удобрение. В 2005 году рыбаки из деревни Андами нашли на пляже тысячи странных пакетов с чем-то. Они пытались удобрять им поля, все баклажаны погибли, добавлять в еду, мыть полы и даже размечать футбольное поле. Один местный парень догадался, что это одно запрещенное вещество, и скупил запасы по $2 за килограмм. Через 2 недели прилетели колумбийцы с чемоданом денег, и бывшие рыбаки переселились в роскошные виллы. 44. Германия. Побег из тюрьмы здесь не считается преступлением. Немецкое законодательство рассматривает стремление к свободе как базовый человеческий инстинкт, поэтому сбежавшего заключенного не наказывают дополнительным сроком, его просто ловят и возвращают обратно. Правда, если беглец повредил государственное имущество, сломал замок, проломил стену, за это придется ответить отдельно. Но сам побег легален. 45. Гондурас. В департаменте Йора уже более 100 лет между маем и июлем происходит ежегодный рыбный дождь. После сильной грозы и ливня улицы оказываются усыпаны сотнями живых рыб. Местные жители верят, что это дар свыше, который испанский миссионер Хосе Мануэль Субирано вымолил у Бога в XIX веке, чтобы накормить голодающих. Ученые же спорят, то ли смерчи приносят рыбу из океана за 200 километров, то ли подземные воды вымывают ее из рек во время наводнений. Загадка остается неразгаданной, а с 1998 года в честь феномена проводят ежегодный фестиваль. 46. Гренада. Одежду с камуфляжным принтом могут носить только военные и полицейские. Туристам настоятельно рекомендуют избегать такой расцветки в одежде. Даже детям запрещено появляться на улице в камуфляже. Нарушителей ждут серьезные разбирательства, ведь этот строгий закон призван защищать честь военной формы и предотвращать случаи самозванства. 47. Греция. Каждый год на праздник Успения Богородицы, 15 августа, в деревню Маркопула сползаются ядовитые змеи с крестообразными отметинами на головах. Местные жители берут их голыми руками и носят в храм. И ни одного укуса за сотни лет. Легенда гласит, что в день нападения пиратов монахини взмолились Богородице и превратились в змей, спасаясь от поругания. Если змеи не появляются, это считается предзнаменованием беды. Так было перед землетрясением 1953 года. 48. Грузия.
В грузинском языке мама – это папа, а деда – это мама. Добавьте к этому, что бабушка здесь – бебия, а дедушка – бабуа или папа. Такая языковая путаница часто ставит в тупик иностранцев, впервые слышащих грузинскую речь. При этом сам алфавит уникален, в нем нет заглавных букв, а род существительного можно определить только по контексту. 49. Дания. Если датчанке исполняется 25 лет, а она все еще не вышла замуж, друзья в день рождения привязывают ее к столбу и щедро обливают водой и обсыпают корицей. Холостяков ждет не менее неприятная участь, их обсыпают молотым перцем. Эта странная традиция уходит корнями в историю, когда торговцы специями часто оставались холостыми, и их называли «перечными парнями», а незамужних девушек – «перечными девами». 50. Джибути. Озеро Ассаль солонее Мертвого моря. Концентрация соли здесь достигает 400 граммов на литр, что делает его одним из самых соленых водоемов планеты, а расположение на 155 метров ниже уровня моря – самой низкой точкой Африки. Берега озера сверкают кристаллами соли, создавая инопланетные пейзажи. Местные жители добывают соль, а туристы поражаются виду воды, в которой невозможно плавать. Она выталкивает тело, как гигантский поплавок. 51. Доминика. Здесь есть кипящее озеро, второе по величине в мире. Вода на его краях достигает температуры 82-92 градуса Цельсия, а в центре бурлит так сильно, что измерить ее невозможно. Это заполненный водой кратер вулкана, который нагревается подземными газами. Озеро находится в национальном парке Морн-Труа-Питон и считается одним из самых труднодоступных чудес природы. Чтобы увидеть его, нужно пройти около 11 километров по диким джунглям через долину запустения с горячими источниками и серными отложениями. 52. Доминиканская республика. Магнитный полюс в провинции Бараона, где машины катятся в гору, а вода течет вверх. На этом участке дороги автомобиль на нейтральной передаче самопроизвольно начинает двигаться вверх по склону, создавая полную иллюзию победы над гравитацией. На самом деле это оптическая аномалия, особенности ландшафта скрывают истинный уклон дороги. Местные жители верят, что здесь скрыта мистическая энергия Земли. 53. Египет. Фараон Пепи II ненавидел насекомых, но убивать мух было нельзя, ведь их считали воплощением солнечных богов. Поэтому он приказывал рабам натираться медом и стоять рядом с ним. Мухи прилипали к несчастным, оставляя повелителя в покое. Так рабы становились ходячими алтарями. Позже эту практику распространили на все комнаты дворца, настоящая инновация в борьбе с гнусом. 54. Замбия. В стране официально существует закон о колдовстве 1914 года, по которому людей до сих пор сажают в тюрьму за попытку навести порчу. В декабре 2024 года двое мужчин получили по 2 года тюрьмы за попытку околдовать президента страны с помощью живого хамелеона. Считалось, что если уколоть хвост ящерицы во время ритуала, жертва умрет через 5 дней. Полиция нашла в номере отеля хамелеона красную ткань, белый порошок и хвост неизвестного животного. Судья назвал обвиняемых врагами всех замбийцев. При этом сам президент публично заявляет, что не верит в колдовство. 55. Зимбабве. Таинственная коническая башня в комплексе Большой Зимбабве – это 10-метровое каменное сооружение, построенное методом сухой кладки, то есть без раствора, не имеет ни дверей, ни окон, ни лестницы. Археологи до сих пор гадают о ее назначении – зернохранилище, алтарь, символ плодородия или древняя обсерватория. Башня является частью огромного каменного города, построенного предками народа Шона. В XIV веке этот город превосходил по площади Лондон. 56. Израиль.
В почтовой службе существует специальный отдел «Письма Богу», куда попадают все послания, адресованные Всевышнему со всего мира. Их торжественно вскрывают и помещают в щели стены плача в Иерусалиме. Ежегодно здесь оставляют около 1 миллиона записок люди самых разных религий. Дважды в год, перед еврейскими праздниками, все записки собирают и закапывают на Масличной горе, старейшем постоянно используемом кладбище в мире. Для тех, кто хочет сэкономить на почтовых расходах, есть цифровая альтернатива этой удивительной услуги. 57. Индия. В штате Керала есть загадочная деревня близнецов Кадинхи. Здесь на каждую 1000 жителей рождается около 45 пар двойняшек, это в 10 раз выше среднемирового показателя. В самой деревне проживает порядка 220 пар близнецов, а ежегодно появляется примерно 15 новых пар. Ученые ломают голову над этим феноменом уже несколько десятилетий. Местный врач Кришнан Срибиджу, сам близнец, исключил влияние питания и генетической мутации. Версию о местной воде опровергает тот факт, что женщины, переехавшие из Кадинхи, продолжают рожать двойняшек чаще обычного. В школах одновременно учатся 30-40 пар близнецов, которые обожают разыгрывать учителей. Для поддержки семей создана специальная ассоциация, ведь воспитание двойняшек требует вдвое больше ресурсов. Тайна остается неразгаданной, а деревня привлекает исследователей со всего мира. 58. Индонезия. В 2003 году в пещере Лианг-Буа на острове Флорес археологи обнаружили скелеты древних людей ростом около 1 метра. Их назвали Homo floresiensis, а возраст останков составляет от 100 до 60 тысяч лет. Эти существа с мозгом размером с апельсин охотились на слонов-карликов, умели пользоваться огнем и изготавливать каменные орудия. Загадка их происхождения до сих пор не решена. Ученые спорят, были ли они отдельным видом или больными людьми. 59. Иордания. Статуи Айн-Газаля, которым около 9000 лет, это одни из древнейших крупных изображений человека. Они были найдены при строительстве дороги в Аммане в 1974 году. Уникальность статуй в том, что некоторые из них двуголовые, с огромными глазами, обведенными битумом, и 6 пальцами на руках. Сделаны они на тростниковом каркасе, обмазанном штукатуркой. Ученые до сих пор спорят, кого изображали эти жутковатые фигуры – духов, божеств или участников древних ритуалов. Сегодня их хранят в Музее Иордании и Лувре. 60. Ирак. Здесь, возможно, найдены следы цивилизации, уничтоженной всемирным потопом 20 тысяч лет назад. При раскопках в Тель-Фара археологи обнаружили под 5000-летними шумерскими слоями мощный пласт желто-песчаной глины. Типичное свидетельство масштабного наводнения. Такие же катастрофические слои нашли в Уре, Кише, Хараппе и на берегах Нила. Артефакты под слоем затопления кардинально различаются, словно одна цивилизация погибла и мир начал с нуля. Это объясняет, почему мифы о потопе есть у всех древних культур. 61. Иран. В 1993 году рабочие обнаружили в соляной шахте Чехрабад на северо-западе Ирана мумифицированные тела людей, живших более 2000 лет назад. Соль законсервировала их так идеально, что сохранились волосы, кожа, ткани одежды и даже остатки последней трапезы в желудке. Пока найдено 6 соляных людей, включая подростка и женщину. Один из них, соляной человек номер 4, выглядит так, будто умер вчера, хотя пролежал в шахте со времен Персидской империи. 62. Ирландия. Нью-Грейндж – гигантский курган возрастом более 5200 лет, около 3200 года до нашей эры, старше Стоунхенджа и пирамиды Хеопса. Ученые до сих пор гадают, как древние строители смогли создать идеальную астрономическую обсерваторию. Раз в год в день зимнего солнцестояния, 21 декабря,
Луч восходящего солнца проникает через специальное отверстие над входом и освещает внутреннюю камеру ровно 17 минут. Тысячелетиями люди точно рассчитывали траекторию Солнца без современных технологий. При этом вход в гробницу был замурован и оставался нетронутым до 1699 года. Кто и зачем создал это чудо инженерии в долине реки Бойн, остается одной из главных тайн Ирландии. 63. Исландия. Здесь существует официальное приложение, которое проверяет, не являетесь ли вы родственником человека, с которым собираетесь на свидание. Из-за того, что население страны составляет всего около 380 тысяч человек и веками жило изолированно, все исландцы – дальние родственники. Чтобы случайно не вступить в интимную связь с кузеном, местные жители сверяются в приложении перед знакомством. При этом половина населения всерьез верит в эльфов, и строительство дорог могут остановить, если на пути окажется жилище скрытых людей. 64. Испания. В небольшом андалузском городке Ланхарон с 1999 года действует закон, запрещающий умирать. Тогдашний мэр Хосе Рубио издал указ, предписывающий местным жителям больше всего заботиться о своем здоровье, чтобы не умереть. Причина была прозаична: городское кладбище оказалось переполнено, и хоронить новых покойников было просто негде. Пока муниципалитет искал землю под новое кладбище, 4000 жителей официально обязали оставаться в живых. Забавно, что, по словам мэра, местные восприняли указ с юмором и сильным желанием его выполнить. Достоверно неизвестно, нашли ли в итоге новое место для захоронения, но город навсегда вошел в историю, как место, где смерть объявили вне закона. 65. Италия. В деревне Винсоне жители веками жили бок о бок с мумиями предков. Все началось в 17 веке, когда при ремонте часовни обнаружили прекрасно сохранившиеся тела умерших от чумы 300 лет назад. Местные сочли это чудом и сделали мумии частью повседневной жизни. Их наряжали, сажали за обеденный стол, брали в церковь и даже на танцы. Традиция прервалась лишь в 1976 году после разрушительного землетрясения. Оставшиеся 15 мумий сегодня хранятся в крипте часовни Святого Михаила. Молчаливые свидетели уникального отношения итальянцев к смерти как к продолжению жизни. 66. Йемен. Колодец ада Бархут веками считался вратами в преисподнюю и темницей для джиннов. Местные жители обходили стороной эту 30-метровую дыру посреди пустыни, веря, что она приносит несчастье. А снизу доносятся зловония и жуткие звуки. В 2021 году оманские спелеологи впервые спустились на дно глубиной 112 метров и развеяли мифы. Источником дыхания смерти оказались разлагающиеся трупы птиц, а пугающее шипение – водопадами, стекающими со стен. На дне обнаружили пещерный жемчуг, змей и даже пещерных лягушек, настоящий оазис жизни там, где люди веками видели лишь проклятие. 67. Кабо-Верде. Призрачное судно Кабу де Санта-Мария уже 57 лет торчит из песка на пляже Боа-Вишта. В 1968 году испанский грузовой корабль, перевозивший подарки Франко для диктаторов Южной Америки, на полном ходу врезался в берег. Команду эвакуировали, груз, включая редкие автомобили, растащили местные. А судно так и осталось навечно торчать из океана ржавым призраком. Сейчас это главная фотозона и символ острова, гигантский памятник человеческой глупости, который местные называют своим «Титаником», только без трагедии и с отличным видом на закат. 68. Казахстан. С 2010-х годов десятки жителей деревни Калачи в Акмолинской области массово впадают в сонную болезнь. Внезапно засыпают на несколько суток, а иногда и недель, причем разбудить их невозможно. Спящие видели галлюцинации, а проснувшись, ничего не помнили. Ученые ломали голову: радиация от урановых шахт, угарный газ, отравленная вода? В 2020 году
остановились на версии, что виноваты токсичные выбросы из затопленных шахт, но точная причина так и не установлена. Самое странное, болезнь избирательна, одни спят неделями, а их соседи даже не чувствуют сонливости. Феномен калачей остается одной из главных медицинских загадок СНГ. 69. Камбоджа. Пирамида смерти Прасад Пранг в древнем городе Кох-Кер является точной копией пирамид майя и ацтеков, хотя находится на другом конце света. Ученые теряются в догадках, как кхмерские архитекторы X века создали сооружение, абсолютно не похожее на местные храмы-башни, но идентичное мексиканским пирамидам. Семиступенчатая пирамида высотой 35 метров строилась как усыпальница короля Джаявармана IV, но археологи так и не нашли внутри ни его могилы, ни каких-либо захоронений, только пустой саркофаг в центре. Долгие годы ходили слухи о странных явлениях внутри, а смельчаки, проникшие внутрь, подтвердили лишь загадочную пустоту главной гробницы. 70. Камерун. В 1986 году на озере Ньос произошла лимнологическая катастрофа, которая унесла жизни множества людей за одну ночь. Озеро, расположенное в кратере вулкана, внезапно взорвалось, выбросив огромное облако углекислого газа. Газ, будучи тяжелее воздуха, бесшумно распространился по долине, убивая все живое на своем пути. Вода в озере из голубой стала красной, а деревни Ньос и Кам были практически стерты с лица земли. Ученые выяснили, что вулканическая активность под озером веками накапливала углекислый газ на глубине, пока катастрофа не высвободила его. Сегодня инженеры установили дегазационные трубы, чтобы, так сказать, стравливать газ и предотвратить повторение трагедии. 71. Канада. Страж бесплодных земель – это гигантское скальное образование в Альберте, которое с высоты птичьего полета выглядит как идеальное человеческое лицо в профиль. Этот 250-метровый великан с отчетливыми глазом, носом, ртом, подбородком и даже головным убором с пером был впервые замечен на снимках Google Earth в 2006 году. Ученые до сих пор спорят о его происхождении. Одни считают это игрой природы и эрозией почвы, другие – рукотворным произведением древних людей. Самое удивительное, с Земли эта скала выглядит абсолютно обычно и ничем не примечательна. 72. Катар. В средние века эта земля славилась как единственное место в мире, где добывали редкий естественный краситель пурпурного цвета из особых моллюсков. Изначально флаг Катара был ярко-пурпурным, но всего за пару месяцев под палящим солнцем краска выгорала и становилась темно-бордовой. Около 50-70 лет назад, чтобы не перекрашивать флаги постоянно, власти официально изменили цвет с пурпурного на бордовый. Именно такой оттенок мы видим сегодня. 73. Кения. С 17 века на острове Инвайтенет, что означает «безвозвратный», бесследно исчезают люди, спасавшиеся от работорговцев-беглецы. Британские ученые в 1935 году и даже несколько семей, чьи пустые дома позже нашли полными утвари. При этом на острове нет животных и птиц, зато в новолуние раздаются жуткие крики. Ученые предполагают, что людей могли убивать ядовитые вулканические испарения, вызывающие галлюцинации. 74. Кипр. Здесь официально празднуют всемирный потоп и обливают друг друга водой. Древний праздник Катаклизмос, что в переводе означает «наводнение», отмечают только на Кипре. В этот день горожане с азартом обливают прохожих водой, вспоминая окончание библейского потопа и спасение Ноя. Праздник сопровождается шумными гуляниями до утра, песнями и танцами, настоящее веселье посреди лета. 75. Кирибати. Это единственная страна мира, расположенная одновременно во всех 4 полушариях Земли – северном, южном, западном и восточном.
Ее 33 острова разбросаны настолько широко, что пересекают и экватор, и нулевой меридиан. В 1995 году страна совершила настоящий временной прорыв. Президент сдвинул линию перемены дат, чтобы вся страна жила в одном дне. В результате на острове Киритимати, остров Рождества, Новый год наступает раньше всех на планете. А разница во времени с соседними Гавайями составляет целых 25 часов. 76. Китай. В некоторых провинциях полицейских собак заменили гусями. Власти провинции Гуйчжоу обнаружили, что эти птицы обладают острым слухом, зорким зрением и агрессивным характером, что делает их идеальными сторожами. При появлении нарушителя гуси поднимают невероятный гвалт, моментально привлекая внимание полиции. Эта древняя практика, распространенная в сельских районах, оказалась настолько эффективной, что пернатые успешно несут службу и сегодня. 77. Колумбия. В музее золота в Боготе хранятся удивительные фигурки культуры Кимбая и Толима. Древние золотые самолетики возрастом более 1500 лет, которые археологи нашли в захоронениях индейских вождей. Долгое время их считали изображениями насекомых или птиц, пока авиационные эксперты не заметили поразительное сходство с самолетами. У фигурок есть кабина, крылья с идеальной аэродинамикой, хвостовое оперение и даже пилот. В 20 веке немецкие авиамоделисты создали увеличенные копии этих артефактов, оснастили их моторами, и модели великолепно летали, выполняя фигуры высшего пилотажа и планируя с выключенным двигателем. Испытания в аэродинамической трубе показали, что форма некоторых фигурок оптимальна для сверхзвуковых скоростей, откуда индейцы, не знавшие колеса, могли получить эти аэродинамические знания. Остается одной из главных археологических загадок Южной Америки. 78. Коморы. Национальная сборная по футболу носит имя целоканты в честь легендарной кистеперой рыбы, которая считалась вымершей 66 миллионов лет назад. В 1938 году ученые с изумлением обнаружили живого целоканта у берегов Южной Африки, а второй экземпляр нашли именно на Коморах в 1952 году, сделав архипелаг центром мировой сенсации. Эта рыба – живое ископаемое возрастом 410 миллионов лет, пережившая динозавров. Для коморцев целокант, по-местному гамбесса, стал символом стойкости и национальной гордости. Как эта рыба выжила в глубинах океана, так и маленькая страна сохраняет свою идентичность. Сегодня команда синих целокантов выходит на поле, а ученые исследуют глубины у берегов Комор в поисках легендарного предка. 79. Республика Конго. Здесь находится самая глубокая река в мире. Река Конго имеет глубину 220 метров, это выше, чем 7 девятиэтажных домов, поставленных друг на друга. В ее темных глубинах скрываются уникальные виды рыб, которых больше нет нигде на планете. Кроме того, эта страна – врата во второй по величине тропический лес в мире после Амазонии. Именно здесь, в труднопроходимых джунглях, живут последние пигмейские племена, древние хранители леса, насчитывающие от 250 до 600 тысяч человек, чья уникальная культура и образ жизни остаются загадкой для ученых. 80. Демократическая республика Конго. Ее столица Киншаса является вторым по величине франкоязычным городом в мире, уступая только Парижу. При этом большинство населения живет в страшной нищете. Контраст поражает. Более 200 этнических групп говорят здесь на 250 языках, а официальный французский объединяет людей, которые в среднем зарабатывают меньше $2 в день. 81. Северная Корея. Официальное правило наказания 3 поколений. Если гражданин признан виновным в политическом преступлении, его родители, дети и даже внуки автоматически отправляются в трудовые лагеря вместе с ним на пожизненный срок.
При этом в случае пожара жители обязаны спасать портрет вождя раньше, чем собственных детей, иначе последует тюремное заключение. 82. Южная Корея. Женщины-водолазы Хэньо ныряют без акваланга на 10-метровую глубину, задерживая дыхание на 3 минуты. Этой уникальной профессии более 1500 лет, а занимаются ею исключительно женщины от 50 до 80 лет. В 2016 году традиция внесена в список наследия ЮНЕСКО. Ученые до сих пор изучают феномен, как организм пожилых кореянок выдерживает экстремальные нагрузки без современного снаряжения. 83. Коста-Рика. По всей стране разбросаны гигантские каменные сферы, петросферы. Их более 300, они идеально круглые, весом до 16 тонн и диаметром до 2 метров. Ученые до сих пор не могут разгадать, кто создал эти шары более 1000 лет назад, с какой целью и, главное, как древние мастера добились идеальной геометрической точности без современных технологий. 84. Кот-д'Ивуар. Шимпанзе в национальном парке Таи создали каменные алтари и проводят ритуалы. Исследователи обнаружили, что обезьяны собирают камни, засовывают их в дупла деревьев, а затем бросают их в стволы, издавая особые гортанные звуки. Ученые подтвердили, что у этих действий нет никакой практической цели, они не связаны с поиском пищи. Это первое задокументированное свидетельство того, что животные, возможно, создают проторелигиозные ритуалы. 85. Куба. В 2001 году у полуострова Гуанахакабибес обнаружили подводный город. На глубине более 600 метров ученые нашли пирамиды, сфинксов и здания из огромных каменных блоков весом до 100 тонн. Возраст сооружений оценивают от 6 до 50 тысяч лет, что делает их старше египетских пирамид. Исследования внезапно прекратились, экспедицию 2005 года отменили, а к месту больше никто не возвращался. Тайна остается неразгаданной. 86. Кувейт. 7000-летняя глиняная статуэтка с лицом инопланетянина была найдена в пустыне Аль-Субия. У фигурки вытянутый череп, раскосые глаза, щели, плоский нос и полное отсутствие рта. Черты, характерные для древней убейдской культуры Месопотамии. Ученые теряются в догадках. Это ритуальный символ, изображение божества. Результат традиции искусственной деформации черепа или свидетельство контактов с рептилоидами, о которых спорят конспирологи. 87. Киргизия. На дне озера Иссык-Куль покоится древний затонувший город, сравнимый с легендарной Атлантидой. Ученые обнаружили под водой руины крупного торгового поселения XII-XIV веков, части зданий из обожженного кирпича, керамику и даже мусульманский некрополь. Город погиб в XV веке из-за мощного землетрясения, трагедия, которую исследователи сравнивают с катастрофой в Помпеях. Только здесь улицы накрыла не лава, а холодная вода. Легенды гласят, что именно в глубинах Иссык-Куля могут покоиться мощи апостола Матфея или несметные сокровища Чингисхана. 88. Лаос. Долина кувшинов – место, где тысячи гигантских каменных сосудов весом до 6 тонн и высотой до 3 метров до сих пор хранят тайну своего происхождения. Ученые предполагают, что им около 2–3 тысяч лет, и они использовались для погребальных ритуалов, но точного ответа нет. Территория долины до сих пор усеяна миллионами неразорвавшихся бомб. Лаос считается самой бомбардируемой страной в истории. За время одной только секретной войны США сбросили более 2 миллионов тонн взрывчатки. Из-за этого посещение разрешено только в строго размеченных безопасных зонах, где тропинки помечены белыми маркерами, а красные смертельно опасны. 89. Латвия. Чёртово озеро или чертог местные жители называют бездонным озером ужаса.
Вода в нем меняет цвет от голубого до черного без видимых причин, а тела утонувших никогда не находят. Дайверы обнаружили на дне оплавленную породу. Ученые предполагают, что озеро образовалось при падении метеорита, а на глубине скапливается радиоактивный газ радон. В 2005 году власти даже убрали дорожный указатель к озеру, чтобы не привлекать туристов в эту аномальную зону. 90. Лесото. Здесь самолеты взлетают, падая с обрыва. Взлетно-посадочная полоса длиной всего 400 метров в аэропорту Матикане заканчивается крутым обрывом глубиной 600 метров. При проектировке аэропорта предполагалось, что взлетающий самолет должен совершать свободное падение для набора необходимой полетной скорости. Лишь отчаянные местные пилоты рискуют здесь летать. 91. Либерия. Уникальная письменность Вайи создана с нуля 8 неграмотными мужчинами примерно в 1834 году. Вместо того, чтобы использовать латиницу или арабскую вязь, они изобрели собственную слоговую азбуку из 200 символов. Вдохновляясь сложными традиционными изображениями, беременная женщина, прикованный раб – это один из немногих случаев в истории, когда система письма была создана целенаправленно и полностью самостоятельно. Сегодня язык Вайи – единственный в Африке, имеющий собственную письменность, не основанную на европейских образцах. 92. Ливан. Храмовый комплекс в Баальбеке с террасами из мегалитов, которые не может сдвинуть никакая современная техника. В основании храма Юпитера лежат 3 блока, знаменитый трилитон, весом около 800 тонн каждый, а чуть поодаль в карьере так и остался лежать обработанный монолит весом более 1000 тонн. Ученые теряются в догадках, как древние строители тысячи лет назад смогли доставить и поднять эти многотонные глыбы. Если даже сегодня не существует кранов, способных справиться с такой задачей. Фантасты всерьез предполагают, что в древности это место могло быть космодромом инопланетян. Слишком невероятны масштабы этого рукотворного чуда. 93. Ливия. Долину планет, Вади Аль-Хиджрия, расположенную в регионе Куфра, недалеко от города Гат на юго-западе страны, называют одним из чудес света. На территории около 30 километров в пустыне разбросаны десятки огромных скал диаметром до 10 метров, которые имеют идеальную сферическую форму, словно гигантские бильярдные шары. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению об их происхождении. Некоторые геологи считают их конкрециями, минеральными образованиями, сформировавшимися миллионы лет назад на дне древнего океана. Однако другие исследователи называют их живыми камнями, травантами, способными расти, двигаться и даже, так сказать, размножаться. Внутри некоторых шаров находят концентрические круги, напоминающие годовые кольца деревьев. Находясь среди этих сферических гигантов, кажется, что попал в другую галактику. Не зря это место называют космическим чудом посреди Сахары. 94. Литва. Здесь находится одна из самых маленьких и эпатажных республик в мире – Ужупис, Заречье. Этот район Вильнюса в 1997 году провозгласил себя независимой республикой со своей конституцией, президентом, флагом и даже армией из 12 человек. Ужупис имеет собственную валюту, по которой можно платить в местных барах, и ежегодно 1 апреля празднует День независимости. Конституция Ужуписа, переведенная на множество языков, включает абсолютно сюрреалистичные статьи. Каждый имеет право умереть. Но это не обязательно. Собака имеет право быть собакой, и люди имеют право любить кошек, но помогать им не обязательно. Настоящий островок свободы и творческого абсурда. 95. Лихтенштейн. Однажды швейцарская армия случайно вторглась на его территорию, а местные власти даже не заметили. В 2007 году, в плохую погоду, отряд из 170 швейцарских солдат сбился с пути и углубился на 2 километра вглубь княжества.
Осознав ошибку, военные развернулись обратно. Власти Лихтенштейна узнали об оккупации только после официальных извинений Швейцарии, на что с улыбкой ответили: «Такое случается». Это не первый случай, аналогичные инциденты происходили в 1976 и 1992 годах. 96. Люксембург. Средневековый мост Терчен считается главным местом обитания призраков. По преданиям, именно здесь чаще всего можно встретить самого странного призрака города – Стерчес-Джищт. Местные жители утверждают, что этого призрака иногда видят и в других частях старого города. Мост, построенный в XVI веке на реке Альзет, входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 97. Маврикий. Гигантские вымершие нелетающие птицы додо или дронты, которые по легенде до сих пор, так сказать, летают в космосе, имели рост около метра и вес до 20 килограммов. Обитали только здесь и исчезли в конце 17 века из-за моряков и завезенных животных. Но главное чудо в том, что скелет додо стал единственным в мире музейным экспонатом, который покинул Землю. Английский астроном Джон Гершель открыл галактику в созвездии Голубя и назвал ее в честь птицы. Энджеси 2352 Додо-кластер. Так неуклюжий символ вымирания обрел бессмертие среди звезд. 98. Мавритания. Глаз Сахары или структура Решат – это гигантское геологическое образование диаметром 50 километров посреди пустыни. Имеет идеально круглую форму и видно из космоса невооруженным глазом, служа ориентиром для астронавтов. Ученые до сих пор спорят о его происхождении. Одни считают, что это эрозия древнего вулкана, другие – результат падения метеорита. Но идеально ровные концентрические круги и отсутствие ударного кратера остаются загадкой. Возраст пород оценивается в 500-600 миллионов лет, а в самом центре ока находится крошечный отель для отчаянных путешественников. 99. Мадагаскар. Гигантская птица-слон Эпиорнис могла стать прообразом птицы Рух из арабских сказок. Эти нелетающие птицы достигали 3 метров в высоту и весили до 450 килограммов, а их яйца были в 180 раз больше куриных, объемом до 8-12 литров. Эпиорнисы вымерли всего около 300-500 лет назад, и есть вероятность, что первые европейские поселенцы еще застали этих живых гигантов. 100. Малави. Президент Бингува Мутарика бывал в 300-комнатном дворце только днем. Он утверждал, что из резиденции его выживали призраки грызунов, якобы бегавшие по телу и издававшие жуткие звуки, которых никто кроме него не слышал. В итоге глава государства спал в другом доме, а на работу приезжал утром, когда духи исчезали. 101. Малайзия. Ее тропические леса старше джунглей Амазонки и Конго на десятки миллионов лет. Ученые подтвердили, что возраст малайзийских джунглей около 130 миллионов лет. Они помнят эпоху динозавров и являются настоящими живыми ископаемыми планеты. Гуляя по заповеднику Таман-Нигара, вы буквально идете по следам доисторического мира, которому нет аналогов по разнообразию растений и животных. 102. Мали. Племя Дагонов тысячи лет назад знало о невидимой звезде Сириус Би и ее свойствах. Ученые обнаружили, что в мифологии этого народа, не имевшего телескопов, содержится информация о том, что Сириус – двойная звезда, а его спутник состоит из сверхплотного вещества, самая тяжелая звезда, что подтвердилось лишь в 20 веке. Дагонам также известны спутники Юпитера и спиральная структура Млечного Пути. Откуда у примитивного племени такие знания – главная тайна Мали. 103. Мальдивы. Звездное море, которое не существует как географическое место, стало главной достопримечательностью страны. Это оптическое явление создают микроскопические биолюминесцентные организмы, планктон.
которые светятся ярко-синим цветом при любом движении в воде. Особенно часто это чудо наблюдают на острове Ваатху, где волны и песок в темноте вспыхивают тысячами голубых огней, создавая иллюзию звездного неба под ногами. При этом планктон может появиться где угодно, а его свечение – это химическая реакция защиты от хищников. 104. Мальта. Тысячи параллельных борозд прорезают скалы по всему острову и уходят в море. Ширина этих, так сказать, рельсов до 25 сантиметров, глубина до 70 сантиметров, а расстояние между ними хаотично меняется. Они то сливаются, то резко заканчиваются на обрывах, а на побережье уходят под воду на сотни метров. Ученые не могут объяснить, кто и зачем 6000 лет назад, не зная колеса, создал эту сеть. А поверхность борозд настолько гладкая, будто известняк был мягким, как пластилин. 105. Марокко. Здесь есть настоящий голубой город Шефшауэн, где стены, двери и даже мостовые выкрашены во все оттенки синего. Традиция появилась в 15 веке благодаря еврейским переселенцам, которые видели в этом цвете напоминание о небе и божественную защиту. Местные верят, что синий отпугивает комаров, а каждые полгода жители обновляют краску, чтобы город не терял своего сказочного сияния. Попадая сюда, кажется, что небо действительно опустилось на землю. 106. Маршалловы острова. Древние палочные карты Рибелип, которые выглядят как абстрактные плетения из прутьев, содержат информацию об океанских течениях и волнах. Микронезийцы вплетали в карты ракушки, обозначавшие острова, а изогнутые палочки показывали направление волн. Прочитать такую карту мог только создатель, знание держалось в секрете и передавалось по наследству. 107. Мексика. Тысячи параллельных борозд на скалах Мальты меркнут перед недавним открытием в долине Тиуакан. Там обнаружили 62-метровый курган в форме гигантского скорпиона. Его тело и клешни ориентированы строго на восток и северо-запад, а в жале археологи нашли керамику. Ритуальные подношения богам дождя и Венере. Ученые считают, что 1300 лет назад это сооружение служило древней обсерваторией, связанной с крупнейшей в Мезоамерике системой орошаемых полей. 108. Микронезия. Таинственный каменный город Нан-Мадол называют Венецией Тихого океана. Расположенный на 92 искусственных островах у берегов Помпеи, он построен из базальтовых бревен весом до 50 тонн. Ученые до сих пор не могут объяснить, как 1000 лет назад примитивными инструментами древние строители создали стены толщиной 4 метра и высотой с пятиэтажный дом. Легенды гласят, что город построили два бога, приплывшие из-за океана, а камни переносили по воздуху магией. 109. Мозамбик. Гора Лика – настоящий затерянный мир, который ученые обнаружили благодаря Google Earth в 2012 году. Это потухший вулкан с отвесными стенами высотой 700 метров, на вершине которого скрывался нетронутый тропический лес. Когда исследователи совершили головокружительное восхождение, они нашли там новые виды бабочек, хамелеонов, змей и даже гигантских крыс. Но главная загадка – древние глиняные горшки, оставленные людьми, умудрившимися забраться на эту неприступную скалу много веков назад. 110. Молдова. На участке дороги близ Аргеева двухтонные автомобили на нейтральной передаче самопроизвольно катятся в горку. Ученые подтвердили, что это не иллюзия, здесь проходит сейсмоактивная зона, а на глубине залегает плита большой плотности, которая буквально творит чудеса с гравитацией. Местные жители приезжают набрать воды, оставляют машину, а потом догоняют ее на трассе. 111. Монако. Княжество появилось благодаря хитрости и переодеванию. В 1297 году Франческо Гримальди захватил крепость на скале, переодев своих солдат монахами-францисканцами. Под рясами они прятали мечи, и когда стража открыла ворота, так сказать, святым отцам,
те напали на ничего не подозревающий гарнизон. Имя Монако происходит от итальянского «монах», а на гербе до сих пор изображены два бородатых монаха с мечами в память об этой дерзкой операции. 112. Монголия. Таинственный монгольский червь смерти Олгай-Хархой, который якобы обитает в пустыне Гоби. Местные легенды описывают его как полуметровое толстое красное существо, способное убивать на расстоянии ядом или электрическим разрядом. Ученые до сих пор спорят о его существовании. В 1954 году целая американская исследовательская группа бесследно исчезла именно во время поисков этого червя. Чешский ученый Иван Мацкерле снял о нем цикл передач, но фотографии живого существа так никто и не получил. Тайна остается неразгаданной. 113. Мьянма. Золотой камень или пагода Чейтио балансирует на краю пропасти, бросая вызов законам физики. Этот огромный гранитный валун, покрытый сусальным золотом, стоит настолько шатко, что под ним можно протянуть веревку. Но он не падает уже более 2500 лет. Буддисты верят, что его удерживает священная прядь волос Будды, спрятанная внутри пагоды на вершине. Примечательно, что женщины не могут прикасаться к камню. По легенде, только женщина способна нарушить его равновесие. 114. Намибия. Волшебные круги в пустыне – это тысячи идеальных окружностей без растительности диаметром до 15 метров, происхождение которых ученые не могли объяснить десятилетиями. Местные племена Химба верили, что это следы огненного дыхания дракона, живущего под землей. Исследователи подозревали термитов, радиоактивные газы или даже НЛО. Лишь недавно выяснилось, круги возникают из-за ядовитого сока, который выделяют погибшие растения рода молочай. 115. Науру. Это страна, которую создали птицы, а люди уничтожили за несколько десятилетий. Тысячелетиями морские птицы оставляли на острове свой помет, который превратился в фосфориты толщиной до 25 метров. В 1970-х годах Науру стала самой богатой страной на душу населения в мире, ВВП $177 тысяч на человека, обогнав Саудовскую Аравию и США. Жители скупали ламборгини, летали развлекаться в Австралию, но перестали работать и заниматься сельским хозяйством. Когда фосфориты кончились, оказалось, что 90% острова превратилось в безжизненную пустыню. Теперь здесь одни из самых высоких показателей ожирения в мире, а еду приходится импортировать. 116. Непал. Единственный в мире государственный флаг не прямоугольной, а треугольной формы. Он состоит из двух красных треугольников с синей каймой, символизирующих Гималаи, а изображения Солнца и Луны обещают, что Непал просуществует так же вечно, как эти небесные тела. Флаг настолько древний, что его изображения находят на монетах V века, а его строгие геометрические пропорции закреплены в Конституции страны. 117. Нигер. Самое одинокое дерево на Земле, акация тенери, росло в пустыне за 400 километров от ближайших растений и служило ориентиром для караванов 300 лет. Его корни уходили на 35-40 метров вглубь, достигая подземных вод. Местные племена считали дерево священным, веря, что оно дает путникам силы. В 1973 году ливийский водитель врезался в акацию на грузовике и уничтожил ее. Сегодня остатки дерева хранятся в Национальном музее Нигера. 118. Нигерия. Бронзовые шедевры древней культуры Игбо-Укву заставили ученых полностью пересмотреть историю Африки. В 1939 году крестьянин Исайя Анози копал яму и наткнулся на удивительные бронзовые сосуды с изображениями жуков и змей. Раскопки показали, что в IX веке здесь существовала высокоразвитая цивилизация.
создававшая произведения искусства методом потерянного воска, которые до сих пор остаются непревзойденными. В погребении знатного человека нашли тысячи стеклянных бусин, слоновьи бивни, корону из меди и останки 5 жертв. Это открытие доказало, что задолго до европейцев в лесах Западной Африки процветала сложная культура с собственным производством бронзы. 119. Нидерланды. Это единственное государство в мире, которое официально достигло нулевой популяции бездомных собак и кошек. Такого результата удалось добиться благодаря строгим законам и масштабным программам стерилизации. Теперь нидерландцы могут гордиться не только тюльпанами, но и тем, что каждое животное здесь имеет дом. 120. Никарагуа. Во время странного ритуала Гритария вся страна кричит до исступления всю ночь. Каждый год 7 декабря ровно в 18 часов 0 минут никарагуанцы начинают истошно орать в честь непорочного зачатия Девы Марии, соревнуясь, кто громче. Кричат семьями, районами и даже целыми министерствами, а победителя определяют по количеству собранных подарков, в основном еды. Традиция настолько важна, что в последний рабочий день сотрудникам госучреждений раздают праздничные наборы, палку сахарного тростника, бананы и сладости. 121. Новая Зеландия. Вся страна искала пару для одинокой улитки Неда с левосторонней раковиной. В 2025 году жительница нашла в саду улитку, чья спираль закручена против часовой стрелки. Такая особенность встречается у одной особи из 40 тысяч. Проблема в том, что для размножения Неду, так назвали улитку, необходим партнер с точно такой же редкой мутацией. Иначе они просто, так сказать, не совпадут. Журнал New Zealand Geographic запустил национальную кампанию по поиску половинки для Неда, и тысячи новозеландцев с фонариками по ночам исследовали свои сады. 122. Норвегия. В городе Лонгир на Шпицбергене запрещено умирать. Здесь нет кладбищ уже почти 100 лет. Из-за вечной мерзлоты тела умерших не разлагаются и могут хранить вирусы тысячелетиями. Тяжело больных и стариков отправляют умирать на Большую Землю, чтобы предотвратить пробуждение древних патогенов. В 1950-х годах ученые эксгумировали погибших от испанки и нашли вирус в замороженных образцах, подтвердив реальность угрозы. 123. Объединенные Арабские Эмираты. В стране есть свой город призраков Аль-Мадам, который недавно заселили, а потом бросили жители. Это современный поселок в пустыне Шарджи с мечетью и аккуратными домиками, который опустел при загадочных обстоятельствах. Ученые говорят о наступлении песков, но местные жители верят, что людей выгнали джинны. Сейчас дома стоят полузасыпанные барханами, а туристы приезжают сюда за жуткими фото на закате. 124. Оман. Гигантские карстовые воронки в провинции Дафар местные племена веками считали следами падения метеоритов. Самая известная – Тавиатаир, колодец птиц, глубиной 211 метров и шириной 150 метров, которая оставалась неизвестной миру до 1997 года, пока славянские исследователи не открыли ее международному сообществу. Ее название происходит от мистического эха птичьего щебета, искаженного скальными стенами. 125. Пакистан. В городе Пешавар уже 127 лет под арестом стоит дерево. В 1899 году нетрезвый британский офицер Джеймс Сквид приказал приковать его цепями, будучи уверенным, что оно на него наступает, а затем пытается сбежать. Приказ военного не обсуждался, и дерево заковали. На нем до сих пор висит табличка «Я арестована». Однажды вечером сильно нетрезвый британский офицер подумал, что я двигаюсь, и приказал меня арестовать. Местные власти так и не освободили узника. 126. Палау. В пещерах скалистых островов нашли кости людей ростом около метра, живших 1400–3000 лет назад.
Они были мельче современных пигмеев, имели массивные надбровья и крошечный мозг, черты, роднящие их с Homo florensis с острова Флорес. Одни антропологи считают их карликовыми сапиенсами, другие – детьми, похороненными отдельно от взрослых. Тайна островных лилипутов не разгадана до сих пор. 127. Палестина. За 9000 лет до нашей эры существовал город Иерихон, в котором археологи нашли черепа с гипсовыми лицами. Жители отделяли головы умерших, удаляли плоть и создавали на черепах реалистичные гипсовые маски, вставляя в глазницы ракушки. Эти жутковатые портреты хранили в домах и выставляли на поклонение, возможно, чтобы духи предков не вернулись в мир живых, или наоборот, остались среди родных. 128. Панама. Панамское существо или голубой монстр, обнаруженное подростками в 2009 году, напугало весь мир. Дети нашли возле пещеры в горах странное бледное существо с длинными тонкими руками, похожее на голума, и приняли его за пришельца. Фотографии мгновенно облетели интернет, породив слухи об НЛО и мутантах. Лишь медики смогли объяснить, что это был всего лишь разложившийся в воде самец ленивца, потерявший шерсть. 129. Папуа, Новая Гвинея. Это самая языковая страна на планете. Здесь говорят более чем на 800 языках, это около 12% всех языков мира, и большинство из них совершенно не похожи друг на друга. При этом население страны составляет всего около 9 миллионов человек. Чтобы соседи могли понимать друг друга, существует универсальный язык-посредник, ток писем, на котором говорят почти все. 130. Парагвай. Здесь до сих пор официально разрешены дуэли, но с одним важным условием – оба участника должны быть зарегистрированы как доноры крови. Присутствие врачей на поединке обязательно, чтобы сразу оказать помощь. При этом у страны есть флот, хотя она не имеет выхода к морю, а ее флаг единственный в мире, у которого разные изображения с двух сторон. 131. Перу. Древнюю цивилизацию кораллов ученые называют невозможной. Еще 5000 лет назад, когда в Египте строили пирамиды, в Перу процветал город Коралл-Супе. Но самое удивительное, кораллы не знали войн, археологи не нашли там ни оружия, ни оборонительных стен. Их общество строилось на торговле и ритуалах, а для общения с соседями они использовали сложную систему узелкового письма – кипу. 132. Польша. Уникальное природное явление у города Вангровец, где две реки пересекаются, но не смешиваются. Реки Велна и Нельба текут перпендикулярно друг другу, но их воды никогда не сливаются. Ученые провели эксперимент. В одну реку налили красную краску, в другую – синюю. Красный поток прошел под синим, и дальше реки потекли своими руслами, сохранив чистоту цвета. Этот феномен объясняется разной температурой и скоростью течения. 133. Португалия. Звездные врата Кавао-ду-Канчос – это идеально круглое отверстие в озере, окруженное водопадами, которое выглядит как портал в другое измерение. На самом деле это водосброс гидроэлектростанции, построенной в 1950-х годах. Вода уходит в воронку диаметром 48 метров и попадает в подземный туннель длиной 1,5 километра. Конструкция настолько гармонично вписана в ландшафт, что кажется природным творением, а добираться до нее нужно 2 часа пешком по горам. 134. Россия. Вертолетный гольф – это единственный в мире официальный вид спорта, где игроки управляют вертолетами с 4-метровыми клюшками, пытаясь загнать метровый шар в зону поражения. Первый чемпионат прошел в 2013 году, и это не шутка. Участникам нужно обладать не только навыками пилотирования, но и филигранной точностью, чтобы ударить по мячу, зависая в воздухе. Зрелище, достойное фантастического фильма. 135. Руанда. Здесь находится единственное в Африке озеро, где нет крокодилов.
Озеро Киву, расположенное на границе с Демократической Республикой Конго, признано одним из красивейших на континенте. Из-за тектонического происхождения вода содержит огромное количество метана и других газов, что делает жизнь крокодилов невозможной. Более того, на глубине свыше 300 метров обнаружены залежи метана, которые в будущем планируют использовать для производства электричества. А еще это озеро входит в двадцатку самых глубоководных в мире. Его максимальная глубина достигает 480 метров. 136. Румыния. Веселое кладбище в деревне Сыпынца, где смерть встречают с улыбкой и юмором. Вместо мрачных надгробий здесь стоят ярко-синие деревянные кресты с наивными рисунками и ироничными стихами, рассказывающими о жизни усопших. Традиция зародилась в 1930-х годах, когда местный резчик Йоан Петраш Стан начал создавать надгробия, изображая на них профессию или увлечение человека. Учителя у доски, трактирщика с кружкой, а любителя выпить с бутылкой. Эпитафии часто с юмором описывают обстоятельства смерти. Свекровь так пилила зятя, что тот решил отдохнуть в гробу. Сегодня это настоящий музей под открытым небом и кандидат в список ЮНЕСКО. 137. Сальвадор. В разгар Холокоста, работая генеральным консулом Сальвадора в Женеве, полковник Хосе Артуро Кастильянос спас около 40 тысяч евреев, выдавая им фиктивные документы о гражданстве своей маленькой страны, официально находившейся в 10 тысячах километров от Европы. Вместе с еврейским бизнесменом Джорджем Манделло они организовали целую сеть по подделке паспортов. Документы отправляли дипломатической почтой в Венгрию и другие оккупированные страны, предоставляя людям формальную защиту нейтрального государства. Кастильянос умер в 1977 году, так и не рассказав миру о своем подвиге, считая, что любой поступил бы так же. Сегодня его имя носит лес в Израиле, а поступок называют одним из самых благородных в дипломатической истории. 138. Самоа. Таинственные звездные курганы, разбросанные по труднодоступным джунглям и видимые только с высоты. Это гигантские земляные насыпи с 5-8 лучами, напоминающими звезды, диаметром до 40 метров и высотой с пятиэтажный дом. Ученые до сих пор гадают об их назначении. Официальная версия – платформы для ловли голубей, считавшихся деликатесом для вождей. Но местные жители верят, что это послание богам или древняя звездная карта, оставленная загадочной цивилизацией Лапита, бесследно исчезнувшей тысячи лет назад. 139. Сан-Марино. Ведьмин перевал – это узкий горный перевал, соединяющий две древние башни. По легенде, в средние века здесь собирались женщины, которых считали ведьмами. Они якобы проводили ночные ритуалы у костров, варили зелья из трав и танцевали, а их душами считались обитавшие тут черные кошки. Сегодня это живописная тропа с мистической аурой и потрясающим видом на Адриатику. 140. Сан-Томе и Принсипи. Остров Принсипи стал местом, доказавшим теорию относительности Эйнштейна и изменившим представление человечества о Вселенной. Именно здесь, на этом крошечном клочке суши размером 6 на 16 километров, во время полного солнечного затмения 29 мая 1919 года, астрофизик Артур Эддингтон провел решающий эксперимент. Наблюдая за отклонением света звезд в гравитационном поле Солнца, он подтвердил предсказания Эйнштейна. Не случись этого открытия на далеком африканском острове, великий ученый мог бы остаться малоизвестным чудаком, а физика застыла бы в ньютоновских потемках. 141. Саудовская Аравия. Таинственная скала Аль-Наслаа в оазисе Тайма выглядит так, будто ее разрезали гигантским лазером. Две массивные песчаниковые глыбы стоят на каменных подиумах, разделенные идеально ровным и гладким разрезом. Ученые до сих пор спорят о происхождении этого феномена.
Одни предполагают, что вода попадала в естественную трещину, замерзала и расширялась тысячелетиями, ледяной клин. Другие говорят о тектоническом сдвиге. Однако сторонники теории заговора видят здесь следы инопланетных технологий или древней высокоразвитой цивилизации. 142. Северная Македония. Археологическое открытие 2025 года, которое переписывает историю. У деревни Цернобуки нашли руины древнего города Градиште, который, возможно, был столицей загадочного царства Линкестида, земля рыси. Именно здесь, по данным ученых, родилась Эвридика I, бабушка Александра Македонского. Сенсация в том, что при помощи лидарной съемки под землей обнаружили Акрополь и театр. А найденная монета времен самого Александра подтвердила, что город существовал уже в IV веке до нашей эры, задолго до предполагаемой даты основания. 143. Сейшелы. Опыление национального символа страны пальмы Кока-де-Мер до сих пор остается загадкой для науки. Ее огромный орех до 20 килограммов, самый тяжелый в мире, а форма плодов настолько пикантна, что первые мореплаватели считали их запретным плодом из Эдемского сада. Эти пальмы, реликтовые, им более 750 миллионов лет, но главный секрет в другом: никто точно не знает, как именно происходит опыление. Ученые предполагают, что это делают ночные млекопитающие, вроде лемуров или ветер, но доказательств до сих пор нет. 144. Сенегал. Розовое озеро Ридба – уникальный водоем, где концентрация соли в 1,5 раза выше, чем в Мертвом море, 380 грамм на литр. Розовый цвет воде придают древнейшие цианобактерии, появившиеся на Земле 3,5 миллиарда лет назад. Местные жители добывают здесь соль вручную по 6-7 часов ежедневно. Чтобы кожа не разъедалась, рабочие натираются маслом карите перед погружением. А с берега за ними наблюдают козлы с привязанными к автомобилям хвостами. Водители такси верят, что это приносит удачу. 145. Сент-Винсент и Гренадины. Шак-шак – уникальный национальный музыкальный инструмент. Его изготавливают из гигантских стручков акации, произрастающей на островах. Высохшие семена внутри стручка при потряхивании издают характерный звук, похожий на шак-шак. Именно так и называется сам инструмент. Это не просто игрушка, а важная часть местной музыкальной культуры, которая сопровождает традиционные песни и танцы. Кстати, пляжи Сент-Винсента стали съемочной площадкой для первых 3 фильмов «Пиратов Карибского моря». 146. Сент-Китс и Невис. Зеленых мартышек здесь больше, чем людей. Обезьян на островах насчитывается более 60 тысяч, в то время как население страны составляет около 53 тысяч человек. Эти забавные животные не являются коренными обитателями. Их завезли французские поселенцы в 17 веке в качестве экзотических домашних питомцев. Сегодня верветки стали настоящим символом островов. Их можно встретить в дождевых лесах, садах и даже на пляжах. А для местных фермеров они представляют настоящую проблему, регулярно совершая набеги на урожай. 147. Сент-Люсия. Это единственное в мире государство, названное в честь женщины. Христофор Колумб открыл остров 13 декабря 1502 года в день Святой Люсии Сиракузской, в честь которой и назвал новую землю. Святая Люсия – христианская мученица, которая, согласно легенде, вырвала себе глаза, чтобы отвергнуть назойливого поклонника. Сегодня силуэты знаменитых вулканов-близнецов Питон, охраняемых ЮНЕСКО, изображены на государственном флаге и этикетках местного хмельного напитка. 148. Сербия. Вы удивитесь, но международное слово «вампир» сербского происхождения. И родился он не в Трансильвании, а в сербском селе Кисилево в XVIII веке. В 1725 году после смерти крестьянина Петра Благоевича в деревне началась странная эпидемия. За неделю внезапно умерло 9 человек.
Умирая, они утверждали, что Петр лишал их жизни по ночам. Испуганные жители вскрыли могилу и обнаружили тело без признаков разложения, со свежей кровью на губах. Случай был задокументирован австрийскими чиновниками, после чего слово «вампир» стремительно распространилось по Европе, породив вампироманию, а позже и культовые романы и фильмы. Истинный дом самого известного монстра находится именно здесь. 149. Сингапур. На крошечном острове Пулау-Убин существует странное святилище «Немецкая девочка». Это место поклонения, где сингапурцы, малайзийцы и даже игроки из Таиланда молятся немецкой девушке, жившей более 100 лет назад. Легенда гласит, что перед Первой мировой войной ее семья владела плантацией на острове. Когда британцы пришли арестовывать немцев, 18-летняя девушка сбежала и разбилась насмерть, упав со скалы в карьер. Местные рабочие похоронили ее, а позже поместили останки в урну. Со временем она превратилась в даосское божество, хотя при жизни была католичкой. Сегодня в святилище приносят жутковатые подношения, лак для ногтей, помаду и кукол. Даже когда урну с останками украли вандалы, верующие продолжают приходить. Они уверены, что дух девушки все еще обитает здесь. 150. Сирия. Золотая лихорадка ноября 2025 года – это событие, когда толпы людей бросились искать сокровища, а нашли римскую гробницу. В провинции Дераа распространился слух о пещере, полной золотых слитков и статуй. Тысячи жителей окрестных районов, вооружившись фонариками, ринулись на стройку ночью, силовым структурам пришлось стрелять в воздух, чтобы разогнать толпу и ввести комендантский час. Золота никто не нашел, зато археологи обнаружили древнюю гробницу римского периода с бронзовым браслетом, терракотовой лампой и статуэткой верблюда. А сейчас я хочу попросить о минуте вашего внимания, касающейся организационных вопросов на нашем канале КИФ. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Также прошу вас подписаться на наш телеграм-канал, ссылка на него размещена в шапке главной страницы. Из него вы всегда оперативно узнаете о выходе новых видео, и только там мы регулярно публикуем материалы, которые никогда не будут размещены на YouTube из-за жестких правил площадки. Эти два пункта очень важны для развития канала, и прошу вас прислушаться к моей просьбе. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. В заключении этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. Оставляйте свои комментарии, чтобы попасть в следующий ролик. А теперь продолжаем. 151. Словакия. В горах Трибич, по легендам, бесследно исчезают люди. Этот небольшой хребет в западной части страны овеян тайнами. Местные жители веками передают истории о пропавших путниках, которых поглотил густой лес. Таинственная атмосфера этих мест вдохновила словацкого писателя Йозефа Карику на создание культового романа ужасов, по которому позже сняли фильм. Ученые, впрочем, находят вполне материальные объяснения. Под лесами Трибич скрываются многочисленные карстовые пещеры и провалы. Лазерное сканирование местности выявило здесь почти 15 тысяч следов древней человеческой деятельности, включая остатки печей для обжига угля. Так что источник легенд вполне реален, под ногами здесь буквально зияет дыра в историю и, возможно, в неизвестность. 152. Словения. Это единственная в мире страна, чей официальный гимн является застольной песней. Текст гимна «Здравица» написал великий славянский поэт Франце Пришерн в 1844 году как застольную оду, воспевающую дружбу, любовь и доброе вино, прогоняющее печали из глаз. Лишь 7-я строфа этого стихотворения, где речь идет о равенстве народов, стала государственным гимном, но происхождение его уникально.
Представьте себе песню, которую поют за столом с бокалом, исполняемую на официальных церемониях. Кстати, с Пришерном связана еще одна романтическая загадка. На главной площади Любляны стоит памятник поэту, а на стене одного из близлежащих домов рельеф его возлюбленной Юлии. По замыслу авторов, они смотрят друг на друга целую вечность. 153. США. На горе Рашмор, за гранитной головой Авраама Линкольна, спрятана тайная комната, о которой почти никто не знает. Скульптор Гудзон Барглум мечтал создать зал записей, хранилище копий Конституции, Декларации независимости и биографий великих президентов. Он успел выдолбить лишь часть камеры, но не завершил задуманное. Сегодня в этой комнате, куда вход для публики закрыт, хранится запечатанный титановый ящик с историческими документами, спрятанный за 18-метровыми лицами 4 президентов. 154. Соломоновы острова. Темнокожие блондины. Примерно 10% местных жителей, около 50 тысяч человек, имеют от природы светлые волосы. И это не результат контактов с европейцами. Ученые долго ломали голову над этой загадкой, пока в 2012 году не обнаружили уникальную мутацию гена TYRP1, которая возникла у меланезийцев тысячи лет назад и больше нигде в мире не встречается. Так что местные блондины – чистокровные островитяне с собственным соломоновым геном светловолосости. 155. Сомали. Местные жители на протяжении 5-7 поколений посвящали метеориту Эль-Али песни и стихи. Когда ученые в 2020 году исследовали 16-тонный космический камень, они обнаружили в нем 2 новых минерала – элалиит и элькинстантонит, которых никогда раньше не видели на Земле. Ирония судьбы в том, что эти минералы были искусственно синтезированы в лаборатории еще в 1980-х годах, но классифицировать их как природные удалось только после находки в Сомали. Сегодня судьба метеорита туманна, его тайно вывезли в Китай предположительно для продажи. 156. Судан. Археологи называют уникальным и не имеющим аналогов таинственное погребение возрастом 4000 лет, обнаруженное в пустыне Баюда. В могиле мужчины, жившего между 2050 и 1750 годами до нашей эры, и принадлежавшего к древнему царству Керма, ученые нашли 2 керамических сосуда. Один из них стоял перевернутым вверх дном, что символизировало опустошение жизни, но главная загадка скрывалась во втором сосуде. Он содержал обугленные останки животных, насекомых, окаменелые фекалии и бобовые культуры, а именно чечевицу и фасоль. Ученые теряются в догадках. Подобный ритуал с использованием огня и поминальной трапезы ранее никогда не встречался в культуре Керма. Мы не знаем о другом подобном случае. Это делает наше открытие загадочным и даже необычным, поскольку мы не знаем значения этого ритуала, признался археолог Генрик Панер из Варшавского университета. Тайна древнего захоронения в Судане до сих пор не разгадана. 157. Суринам. Это самая зеленая страна на планете. Более 90% ее территории, а по некоторым данным до 94%, покрыто непроходимыми тропическими лесами, которые входят в число наиболее нетронутых и малоисследованных уголков Земли. Это настоящий рай для биоразнообразия. Ученые регулярно находят здесь новые виды животных и растений, включая лягушек и рыб, неизвестных науке. 158. Сьерра-Леоне. В 80-х годах итальянский геолог Анджело Питони руководил алмазными разработками и нашел в слоях горных пород возрастом около 17 тысяч лет каменные фигурки антропоморфных рептилоидов, некоторые из которых восседали на слонах. Внутри одной фигурки оказалась полость с маленьким шариком из хромированной стали неизвестного назначения, а в 1990 году Питони обнаружил странный голубой камень с белыми прожилками.
Экспертизы в ведущих лабораториях мира подтвердили, такого камня в природе не существует, и на Земле ему нет аналогов. Названный небесным, он на 80% состоит из кислорода, а также содержит углерод, кремний и натрий, напоминая по составу искусственный бетон. Местные жители знали об этих артефактах давно, подобные небесные камни появлялись из странных воронок в земле. 159. Таджикистан. Рядом с таинственным ущельем страха Сиёма на Гиссарском хребте ученые десятилетиями наблюдают настоящие аномальные явления. Начиная с 1970-х годов, исследовательские экспедиции фиксировали здесь целый спектр необъяснимого. Огромные следы снежного человека, одами Йовы, светящиеся шары, проникающие в палатки и внушающие людям одинаковые сны, невидимую силу, перебрасывающую людей через реку и перемещающую предметы в закрытых палатках, а также НЛО с гуманоидами в блестящих комбинезонах. Очевидцы рассказывали о сдвиге реальности, когда окружающий мир начинал дергаться, как неисправная картинка, а фотоаппаратура отказывала. Местные чабаны веками обходят это место стороной, веря, что там обитают злые духи, шайтаны. 160. Таиланд. Здесь существует система цветов каждого дня недели. У понедельника цвет желтый, день рождения короля, у вторника розовый, у среды зеленый, у четверга оранжевый, у пятницы голубой, у субботы фиолетовый, у воскресенья красный. Тайцы осознанно выбирают одежду соответствующего цвета в день своего рождения или в знак уважения к королевской семье. В храмах даже стоят статуи Будды в разных позах для каждого дня, и верующие кладут пожертвования именно перед изображением своего дня рождения. 161. Танзания. В 1962 году в деревне Кашаша случилась настоящая эпидемия смеха. Все началось с 3 школьниц, которые начали безудержно смеяться без причины. За считанные дни заразились 95 из 159 учеников, школу закрыли, а эпидемия охватила соседние деревни и даже перекинулась на Уганду. Люди смеялись и плакали одновременно на протяжении месяцев. Ученые до сих пор спорят, массовая истерия, вирус или повреждение мозга. Тайна остается неразгаданной. 162. Тога. Здесь находится крупнейший в мире рынок, где официально продаются ингредиенты для магии вуду. Рынок Акадассева в столице Ломе – это не просто базар, а священное место, куда жрецы вуду приезжают за товаром со всей Западной Африки. На прилавках можно увидеть головы обезьян, змеиные скелеты, сушеных крокодилов, когти леопарда и сотни ритуальных амулетов. Интересно, что половина жителей страны исповедуют местные культы, и хотя многие тагалесцы формально христиане, они часто совмещают религию с древними верованиями предков. 163. Тонга. Древний мегалит Хамонга-Амауи, ноша бога Мауи, это единственный в своем роде памятник архитектуры древней Полинезии. П-образная арка из 3 коралловых известняковых плит высотой около 5 метров и весом более 40 тонн каждая. Главная загадка в том, что сооружению около 1200 лет. И неизвестно, как доисторические люди смогли доставить и установить эти гигантские блоки. На острове нет подходящего строительного материала, плиты предположительно привозили на каноэ за сотни километров. До сих пор нет единого мнения о назначении ворот. Это были врата в королевскую резиденцию, древняя обсерватория для отслеживания солнцестояния или символ примирения враждующих братьев. Местная легенда гласит, что иногда через них можно попасть к Богу и вернуться обратно. 164. Тринидад и Тобаго. Остров Тобаго в течение почти 50 лет был колонией современной Латвии. В 1641 году английский король подарил остров герцогу Курляндии, историческая область на западе Латвии, который основал здесь колонию.
Курлянцы построили на Тобаго укрепления, развивали плантации и даже возвели лютеранскую церковь. Остров оставался латышским владением около полувека, пока не перешел под контроль других европейских держав. За свою историю Тобаго менял хозяев 31 раз и даже объявлялся нейтральной территорией, превратившись в пиратское убежище. Сегодня местные жители с гордостью рассказывают туристам о, так сказать, латвийском следе в истории их острова. 165. Тувалу. В конце 1980-х годов два аквалангиста обнаружили на острове Нануманга на глубине более 40 метров подводную пещеру. На стенах и потолке видны черные пятна от огня, а на дне лежат обожженные кусочки кораллов и камни, сложенные в пирамидки. Эта находка подтвердила древнюю легенду островитян о большом доме в море, где жили удивительные люди до того, как вода разлилась и затопила земли. Но главное, открытие разрушило все теории ученых о заселении островов Тихого океана, удревнив историю как минимум на 2000 лет. Оказывается, когда-то эти пещеры были на суше, и в них жили люди, пока океан не поглотил их дома. Словно настоящая Тувалунская Атлантида ждет исследователей в коралловых глубинах. 166. Тунис. Согласно легенде о Сабате невесты в Медине столице, много веков назад свадебная повозка с невестой проезжала под одним из нависающих переулков Сабатов, и девушка бесследно исчезла. Люди верили, что ее похитили злые духи, обитающие в этом сумрачном месте и до сих пор проходят под сводами с трепетом. Однако правда оказалась прозаичнее. Невесту насильно выдавали замуж, и она просто сбежала, воспользовавшись темнотой. Но для семьи это был позор, и легенду о джиннах распустили, чтобы скрыть правду. Так мистическая тайна скрыла обычную историю о нежелании выходить замуж. 167. Туркменистан. Более 50 лет в пустыне Каракумы горит пылающий кратер Дарваза, который известен во всем мире как Врата Ада. История его возникновения удивительна и курьезна. В 1971 году советские геологи бурили здесь разведочную скважину и случайно наткнулись на подземную полость с газом. Буровая вышка вместе с оборудованием провалилась в образовавшуюся дыру диаметром около 60 метров и глубиной 20 метров. Чтобы ядовитый газ не выходил наружу, его решили поджечь, полагая, что пламя потухнет через несколько дней. Однако расчеты оказались ошибочными, огонь горит до сих пор, а языки пламени достигают 10-15 метров в высоту. Ученые предполагают, что горение может продолжаться еще десятилетия, пока подземные запасы метана не иссякнут. Сегодня это место выглядит как сюрреалистический портал в преисподнюю, особенно впечатляющий в темное время суток, и привлекает путешественников со всего мира. 168. Турция. Подземный город Деринкую обнаружили совершенно случайно в 1963 году. Один местный житель в Каппадокии во время обычного ремонта дома разобрал стену и обнаружил за ней таинственную комнату, которая вела в настоящий подземный лабиринт. То, что открылось исследователям, превзошло все ожидания. Это оказался гигантский многоуровневый город, уходящий вглубь на 60 метров и занимающий площадь около 16 квадратных километров. Ученые выяснили, что строительство начали еще хетты около 2000 года до нашей эры, а первые христиане позже расширили и достроили его, спасаясь от набегов кочевников. Этот подземный комплекс состоял из 8 ярусов и мог одновременно вместить до 20 тысяч человек, вместе с домашним скотом и припасами. Здесь были обнаружены церкви, школы, кухни, винные погреба, мастерские, конюшни и даже залы для собраний. Город имел 52 вентиляционные шахты и защищался массивными каменными дверями весом до полутонны, которые можно было закрыть только изнутри. До сих пор исследовано лишь около 10-15% территории этого подземного чуда. 169. Уганда.
Таинственные норы смерти Валумбе на холме Танда. Это более 200 вертикальных отверстий в скальной породе глубиной от 3 до 70 метров, которые по преданию появились, когда божество смерти Валумбе, спасаясь от преследования брата, нырял в землю, появляясь в новых местах. Ученые до сих пор не могут разгадать их происхождение. Отверстия идеально круглые, около 1,5 метра в диаметре. Уходят строго вертикально вниз и вырыты в твердой породе примитивными орудиями. Местные жители верят, что здесь обитает дух Валумбе, приносящий болезни и смерть. Паломники приходят к норам босиком, оставляют подношения, козье молоко, ракушки и просят о здоровье или рождении близнецов. У входа в святилище можно увидеть целую гору брошенных костылей тех, кто получил исцеление. 170. Узбекистан. На плато Устюрт с высоты птичьего полета видны гигантские таинственные стрелы, происхождение которых до сих пор не разгадано. Эти геоглифы, огромные рисунки на Земле, заметны только из космоса, и по одной из версий могут быть связаны с древними племенами массагетов и царицей Тамирис, победившей самого Кира Великого. За несколько десятков лет здесь также обнаружено более 60 стоянок первобытного общества и около 1000 памятников архитектуры. Возможно, в недалеком будущем ученым все же удастся разгадать великую тайну этого плато. 171. Украина. В 1912 году во времена Российской империи двое подростков, 11-летний Федор Деркач и 14-летний Карпо Маджа, пасли скот возле села Малая Перещепино на Полтавщине и случайно заметили в провале песчаного холма золотой предмет. Прибывшие археологи обнаружили целый погребальный комплекс с более чем 800 предметами из золота и серебра, общим весом 25 килограммов золота и 50 килограммов серебра. На одном из перстней была надпись «Кубрат». Это был саркофаг хана Кубрата, основателя Великой Булгарии и потомка легендарного Аттилы. Сейчас это сокровище хранится в Эрмитаже. 172. Уругвай. Каждый вечер на пляжах и набережных местные жители останавливаются и начинают хлопать в ладоши, глядя на уходящее солнце. Это уникальный обычай, который больше нигде в мире не встречается. Согласно самой популярной версии, он возник после трагедии 1972 года, когда самолет с уругвайской командой регби разбился в Андах. Выжившие провели в горах 72 дня, и каждый вечер, видя закат, они благодарили судьбу за еще один прожитый день. Когда спасенные вернулись домой, люди на пляжах начали аплодировать закату в память о погибших и в знак благодарности за жизнь. 173. Фиджи. Фиджийская русалка – знаменитая мистификация XIX века, из-за которой острова получили свою рыбную славу. В 1842 году американский шоумен Финиас Барнум представил публике удивительный экспонат – мумифицированное существо с головой и туловищем обезьяны, пришитыми к хвосту огромной рыбы. Барнум объявил, что это тело настоящей русалки, пойманной у берегов Фиджи, далеких и загадочных для простых американцев островов. Тысячи людей платили деньги, чтобы взглянуть на чудо природы. Хотя позже выяснилось, что это искусная подделка обезьяна плюс лосось. Термин «фиджийская русалка» навсегда закрепился в истории как символ грандиозного обмана. Один из таких экспонатов до сих пор хранится в Музее археологии и этнологии Пибоди Гарвардского университета. 174. Филиппины. Племя Баджао, люди-амфибии, могут плавать под водой до 5 часов в день благодаря уникальной мутации. Дети этого народа учатся плавать раньше, чем ходить, а их селезенка содержит больше кислорода, чем у обычных людей, позволяя задерживать дыхание на невероятно долгое время. Они охотятся с самодельными копьями и деревянными очками, используя вместо линз стекла от разбитых бутылок. Деревни Баджао стоят на сваях прямо в море. И жители настолько слиты с океаном, что чувствуют себя на суше менее комфортно, чем в воде. 175. Финляндия.
В стране существует только один фьорд, и это самый длинный материковый фьорд во всей Скандинавии. Парлахти находится на юго-западе страны недалеко от Тампере, его длина достигает 10 километров, а глубина 60 метров. Удивительно, что у этого фьорда есть несколько островов, что для подобных геологических образований большая редкость. 176. Франция. Здесь существует закон, разрешающий жениться на мертвом человеке. С 1950 года французское законодательство позволяет посмертный брак, если президент страны одобрит такой союз. Обычно разрешение дают, когда пара планировала свадьбу, но один из партнеров трагически погиб, например, на войне или в катастрофе. Ежегодно во Франции заключается около 20 таких посмертных браков. 177. Хорватия. Плитвицкие озера, где природа творит чудеса прямо на глазах, это каскад из 16 бирюзовых водоемов, соединенных более чем 140 водопадами. Ландшафт здесь постоянно меняется, вода создает новые озера и водопады, которых еще вчера не существовало. Изумрудно-голубой цвет озер меняется каждый час в зависимости от солнца, минералов и микроорганизмов. А упавшие в воду ветки и листья со временем покрываются известковыми отложениями и превращаются в новые пороги. Это место, охраняемое ЮНЕСКО, словно живой организм в вечном движении. 178. Центральноафриканская республика. Древние мегалиты Буар, возраст которых составляет около 5500 лет, находятся на западе страны, недалеко от города Буар. Они представляют собой более 100 вертикально стоящих каменных глыб высотой до 3 метров, образующих круги и прямые линии. Ученые до сих пор спорят о происхождении мегалитов. Их создание датируется периодом примерно 3500–2700 лет до нашей эры, что делает их современниками первых египетских пирамид. Местные жители из народа Гбая называют их таджуну, что означает «стоячие камни». Назначение этих сооружений остается тайной. Возможно, это была древняя обсерватория, место религиозных культов или примитивный календарь. Сегодня мегалиты Буар включены в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО и даже изображены на национальной почтовой марке 1967 года. 179. Чад. Здесь находится одно из древнейших захоронений предков человека. В пустыне Дюраб нашли череп Тумай, которому около 7 миллионов лет. Это один из древнейших известных предков человека, живший на заре эволюции гоминидов. Находка перевернула представление ученых о месте зарождения человечества, отодвинув его историю на миллионы лет назад. Сегодня череп хранится в Национальном музее Чада в Нджамене. 180. Черногория. В деревне Диноша в дупле старой шелковицы, которой более 100–150 лет, после сильных дождей начинает бить настоящий живой фонтан. Из-за обильных осадков грунтовые воды поднимаются по сгнившему изнутри стволу и вырываются наружу через отверстие в дереве. Впервые это чудо природы зафиксировали в 1990-х годах, и с тех пор оно происходит каждый год во время весенних или осенних ливней. Местные жители и туристы приезжают посмотреть, как вековое дерево превращается в природный водопад. 181. Чехия. Когда король Карл IV в XIV веке приказал строить мост, он велел всем окрестным жителям привозить яйца для добавления в строительный раствор, чтобы конструкция была особенно прочной. Жители городка Вилвары отнеслись к поручению с особой ответственностью, они сварили яйца вкрутую. Испугавшись, что сырые не доедут до Праги целыми, конечно, над ними посмеялись, но сами вилварцы не обиделись, а превратили этот конфуз в свою фишку. Сегодня они гордятся этим и ежегодно проводят праздник «Яичная жатва», торжественно несут вареные яйца на Карлов мост, распевая песни и веря, что только они правильно поняли королевский указ. 182. Чили.
Здесь официально выделяют бюджетные средства на изучение НЛО. Чили входит в число немногих стран мира, где созданы государственные научно-исследовательские центры по изучению неопознанных летательных объектов. В университетах даже есть курсы по подготовке специалистов в этой области, а официальные отчеты содержат информацию о контактах с инопланетянами. Более того, в 2008 году из-за участившихся сообщений о появлении НЛО в центральном округе страны власти открыли специальный 30-километровый туристический маршрут через Анды, где находится плато, которое считается возможным местом посадки инопланетных кораблей. 183. Швейцария. Жители города Золотурн построили свою жизнь вокруг магии числа 11. Здесь все подчинено этой цифре: 11 церквей, 11 башен, 11 фонтанов, 11 музеев и даже часы с 11 цифрами на циферблате. Собор святых Урса и Виктора строили 11 лет, в нем 11 дверей, 11 алтарей из 11 видов мрамора, 11 колоколов и 11 рядов скамеек. Высота фасада – 11 метров. По легенде, традиция началась, когда с горы спустились волшебные эльфы, по-немецки «эльф» – 11, и принесли городу счастье. 184. Швеция. На севере страны люди вместо привычного «да» могут просто быстро втянуть воздух ртом, издавая характерный свистящий звук. Это всасывающее «да» используется как знак согласия или понимания и способно поставить в тупик любого иностранца, впервые столкнувшегося с такой манерой разговора. 185. Шри-Ланка. Таинственную каменную диаграмму Саквала-Чакрая «Колесо Вселенной» исследователи называют древними звездными вратами. Высеченная на скале в древнем городе Анурадхапура более 1500 лет назад. Эта почти двухметровая карта с концентрическими кругами изображает буддийскую космологию с морями, Землей и Вселенной. Загадка в том, что символы на ней – морские коньки, черепахи, волнистые линии и фигуры, напоминающие воздушных змеев, не имеют аналогов в историческом искусстве Шри-Ланки. Более того, диаграмма находится рядом с легендарной круглой скалой Данигала, где местные жители веками наблюдают необъяснимые светящиеся шары и НЛО. Ученые до сих пор не могут точно определить ее назначение, а в исторических записях буддийских монахов о ней нет ни одного упоминания. 186. Эквадор. В таинственных подземных тоннелях были найдены металлические книги весом 20 килограмм каждая и статуэтки динозавров, созданные неизвестной высокоразвитой цивилизацией. В 1965 году аргентинский исследователь Хуан Морец обнаружил в джунглях сеть подземных галерей с уникальными артефактами. Самое поразительное – книги из металла с тончайшими страницами, покрытые непонятными письменами. Позже британская эквадорская экспедиция 1976 года нашла в провинции Лос-Тайос золотую библиотеку и множество статуэток с изображениями доисторических животных, включая динозавров, которых индейцы никогда не видели. В 1984 году в провинции Ла-Мана обнаружили еще более удивительные предметы. Каменную пирамиду с глазом на вершине, точная копия изображения на долларах, которая светилась в ультрафиолете, чаши с мощным магнитным полем и нефритовые пластины с санскритскими надписями, гласящими «Сын Творца идет к нам». Ученые до сих пор гадают, какая цивилизация создала эти артефакты за тысячи лет до инков. 187. Экваториальная Гвинея. Первый президент Франсиско Масиас Нгема, правивший страной с 1968 по 1979 год, довел государственные финансы до абсурда. Он закрыл центральный банк и перевез все валютные резервы страны к себе домой, где хранил их в нескольких чемоданах под кроватью. Когда в 1979 году его свергли в результате переворота, Масиас сбежал в болото, прихватив чемоданы с деньгами.
Поймали его всего через пару часов, и картина, которую застали военные, была сюрреалистичной. Президент сидел посреди трясины и в спешке поедал доллары из государственной казны. Часть банкнот он сжег, часть пытался уничтожить таким необычным способом, но был пойман с поличным. 188. Эритрея. Ее столица Асмера признана объектом всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря уникальной архитектуре в стиле футуристического ар-деко. Здесь можно увидеть заправочную станцию в форме самолета Fiat Teghelera с бетонными крыльями длиной 30 метров и здания, напоминающие космические корабли 1930-х годов. Итальянские колонизаторы настолько педантично строили этот маленький Рим, что светофоров здесь когда-то было больше, чем в самом Риме. Сегодня ни один из них не работает, но город называют застывшим во времени музеем под открытым небом. 189. Эсватини. Самая древняя в мире шахта по добыче охры найдена в Львиной пещере. Ее возраст оценивается более чем в 48 тысяч лет. Тысячелетиями древние люди добывали здесь красный и черный гематит, который использовали для ритуалов и украшений. Это место является не просто ямой в земле, а свидетельством зарождения горного дела и социальных связей между племенами каменного века. 190. Эстония. Кикинг – это официально признанный и очень популярный вид спорта, суть которого заключается в катании на гигантских качелях с полным оборотом на 360 градусов. Изобретенные в 1990-х годах Адакоском, эти стальные качели с длинными ногами до 7 метров позволяют смельчакам раскачаться настолько сильно, чтобы сделать полное солнышко вокруг перекладины. В Эстонии даже проводятся национальные соревнования по кикингу, где взрослые люди всерьез выясняют, кто сможет прокрутиться на самых длинных качелях. То, что в других странах осталось детской забавой, в Эстонии превратилось в настоящий экстремальный спорт. 191. Эфиопия. Она живет по собственному календарю, который, так сказать, отстает от григорианского на 7-8 лет. В Эфиопии сейчас наступил 2018 год, когда весь мир уже встретил 2026. Здесь 13 месяцев в году, 12 по 30 дней и короткий 13-й месяц, а Новый год, Энкутаташ, празднуют 11 сентября. В этот день эфиопы дарят друг другу желтые цветы, разжигают огромные костры и верят, что именно в сентябре царица Савская вернулась из Иерусалима с драгоценностями. При этом страна – единственная в Африке, сохранившая независимость в колониальную эпоху. 192. ЮАР. В провинции Мпумаланга находится мегалитическое сооружение «Календарь Адама», которое, по мнению некоторых исследователей, может быть древнейшей рукотворной структурой на Земле. Ее возраст оценивают примерно в 75 300 тысяч лет. Комплекс из вертикально стоящих камней образует круг диаметром 30 метров и используется как календарь для отслеживания солнцестояний. Ученые до сих пор спорят, создали ли его люди или это природное образование. Но для местных жителей это место всегда было окружено легендами. 193. Южный Судан. Кивательный синдром – это редкое и малоизученное заболевание, которое поражает исключительно людей в возрасте от 5 до 15 лет и практически не встречается больше нигде в мире. Во время приступа у больных происходит характерное кивание головой каждые 5-8 секунд, а взгляд становится пустым и неподвижным. Медики выяснили, что болезнь неуклонно ведет к деградации мозга. Однако точная причина возникновения этого страшного синдрома и способы его лечения до сих пор остаются неизвестными науке. 194. Ямайка. Светящаяся лагуна Luminous Lagoon признана самой яркой биолюминесцентной бухтой в мире.
Это природное чудо находится в Трилоне, где пресная вода реки Марта-Бре смешивается с солеными водами Карибского моря. В теплом мелководье, всего 1–2,5 метра, обитают миллионы микроскопических динофлагеллят, которые при малейшем движении вспыхивают ярко-голубым неоновым светом. Лучшее время наблюдать это волшебство безлунной ночью, когда каждое движение руки или рыбы оставляет за собой светящийся след, словно вы плывете по Млечному пути. 195. Япония. Здесь законодательно закреплен танец взросления в общественных туалетах. В стране существует национальная программа по борьбе с туалетной темнотой, страхом заходить в уборные из-за урчания унитазов. А в некоторых школах детей учат перед использованием туалета исполнять ритуальный танец и топать ногами, чтобы отпугнуть призраков, которые, по поверьям, живут в старых уборных. На этом я бы хотел закончить это видео со 195 самыми странными фактами о каждой стране мира, в которые сложно поверить. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца предлагаю узнать бонусный факт. В этот раз их будет 2. У всех стран мира есть общая черта, их объединяет ООН. 193 из 195 государств являются членами этой организации, и это единственная площадка, где представители столь разных культур могут сесть за один стол. При этом 2 государства, Ватикан и Палестина, имеют статус наблюдателей, участвуя в работе ООН, но не являясь ее полноправными членами. Вот такими у нас получились 195 самых странных фактов о каждой стране мира, в которые сложно поверить. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех зрителей, поддержавших наш канал материально в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, поставить лайк, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии, лайки и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.